Он был человеком власти, владел фабриками, недвижимостью, жил в старинном особняке в саванне, где каждое дерево в саду, казалось, склоняло перед ним ветви. Люди уважали его за решимость, за безупречную репутацию, за умение держать слово. Кто-то боялся, но все знали одно: для своих дочерей он был не просто отцом, он был крепостью. Они были его гордостью, единственным, что вызывало в нем мягкость, которую он прятал от мира. Когда в доме появилась новая уборщица по имени Лора, он почти сразу ощутил смутную тревогу. Она не выглядела подозрительно, напротив, была тиха, почти незаметна. Слишком молчалива, слишком уставшая. Но в ее взгляде, если удавалось поймать его хотя бы на секунду, читалась история. Не просто беда, прошлое, с которым она жила как с болезнью, без надежды на исцеление. Она работала чисто, незаметно, даже чересчур старательно. Служанки шептались, что она по вечерам остается в детских, хотя и говорила, что просто проверяет порядок. А потом начались странности. Девочки говорили, что по ночам кто-то сидит у их кроватей, поет незнакомые колыбельные, тихие, старинные, как будто из другого времени. Охрана ничего не замечала, камеры были чисты. В доме царила тишина, но под ней скрывался гул напряжения. Однажды он вернулся домой раньше, чем ожидали. Его шаги в коридоре заглушались коврами, как всегда. Он поднялся наверх и, проходя мимо детской, услышал голос. Не тревожный, не пугающий, теплый, ровный, почти забытый. Он приоткрыл дверь. Лора сидела на полу в полумраке. Старшая дочка обняла ее за шею, младшая держала за руку. Она рассказывала сказку, простую, но не ту, что читают из книжек. Это была история, которую рассказывает только мать. Слова почти шепотом, интонации, наполненные любовью, которую невозможно сыграть. Он замер, и все вдруг стало ясно. Не сразу, не рационально, не по-своему мужски, а как-то глубже, инстинктом, сердцем, которое он давно считал мертвым для таких откровений. На следующее утро он приказал провести проверку. Без огласки, тихо, через свои связи. Архивы, старые записи, один забытый адвокат. Пазл начал складываться. И вот она, Лора, та самая женщина, с которой он был еще тогда, в юности, когда еще мог выбирать не головой, а сердцем. Он ушел, когда его семья надавила, когда его отец сказал, что она не пара. Он поверил, сломал все. Она родила. Он отказался. Потом судебные тяжбы, адвокаты и в итоге официальная опека в его руках. Деньги, власть, все было на его стороне. Она исчезла, как будто умерла для этого мира. А теперь вернулась. Не за местью, не с упреками. Просто быть рядом. Хоть немного, хоть в тени, хоть домработницей. Он смотрел на нее теперь иначе. Не как на прислугу, не как на проблему, а как на мать своих детей. На женщину, которой он когда-то разбил жизнь и которая, несмотря ни на что, осталась способной на любовь. Девочки тянулись к ней с той искренней интуицией, которая дана только детям. Они не знали правды, но чувствовали ее. Родство, которое не спрячешь. Кровь, которую не обманешь. Он не знал, как это исправить, но впервые за долгое время почувствовал, что должен попробовать. С этого дня все изменилось. Лора больше не пряталась. Он посадил ее рядом за ужином, под взглядами изумленных домработников. Познакомил с семьей. Молчаливо, без объяснений. Просто дал понять, теперь она — часть этого дома. Не идеальная, сломленная, но настоящая. Та, кому давно было здесь место. А девочки смеялись. Обе. По-настоящему. И впервые за долгие годы в этом доме снова стало звучать не эхо пустоты, а голос семьи. Тихий, уязвимый, но живой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.